Всем привет! Меня зовут Аня, и мы находимся в Нидерландах. Я здесь работаю уже несколько месяцев. И поскольку мне всегда было интересно, как люди живут и работают за границей, я решила делиться этим с вами. Я запускаю свой канал, который называется Work Talk. Здесь я буду рассказывать вам о людях в уникальных профессиях. Первый выпуск будет посвящен нефтянке, поскольку я работаю в этой индустрии уже более 5 лет. Сегодня я познакомлю вас с двумя девушками. Одна работает в нефтянке около года, а вторая уже более 10 лет. Ау! Что случилось? Все хорошо? Как я сказала, я хочу запустить свой канал Work Talk. Но, пожалуй, выпуск о нефтянке придется ненадолго отложить. Нет, это не связано с резким падением цен на нефть. Просто в мире происходит что-то очень глобальное. То, о чем сложно молчать. Да, речь пойдет о нем, о коронавирусе. Где же правда? Кому верить? И как бороться с глобальной эпидемией 21 века? Давайте попробуем разобраться, что же сейчас происходит в Европе, а именно в Нидерландах. У людей накопилась масса вопросов. Как защитить себя и окружающих вокруг людей? Почему разные страны принимают разные меры? И как долго все это будет продолжаться? На эти вопросы постарался ответить премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Несмотря на то, что говорил он довольно открыто, честно говоря, после его речи мне стало еще тревожней. Но, видимо, я была не одинока в этих ощущениях. 19 марта премьер-министр здравоохранения Бруно Брюинс подал в отставку. Пока не назначат нового министра здравоохранения, его заменяет министр социальной политики и спорта. Видимо, поэтому он ввел новую реформу, и все спортзалы переходят на онлайн-занятия. Итак, вернемся к речи министра. Он прямо сказал, что в ближайшее время большая часть населения Нидерландов переболеют коронавирусом. На данный момент среди 17 миллионов людей положительно тестированы около 3000. Среди них 700 работников здравоохранения. Но дело в том, что в Голландии в целом не принято обращаться к врачу, и тестирование можно пройти только если у тебя уже какие-то сильные симптомы и одышка, невероятная температура, тогда они все-таки примут тебя и проведут тестирование. Поэтому есть ощущение, что цифры, которые нам говорит правительство, они немного заниженные. Если интересно про медицину в Нидерландах, я как-нибудь сниму об этом ролик, потому что система отличается колоссально в целом от системы здравоохранения во всех других странах. А пока давайте посмотрим, какие возможны варианты развития событий. Итак, первый сценарий – это максимально контролировать вирус, то есть использовать меры для сглаживания пика числа инфекций и распределения его в течение более длительного периода времени. Проще говоря, на создание группового иммунитета могут уйти месяцы и даже больше. И мы можем использовать это время для того, чтобы максимально защитить людей, подвергающихся наибольшему риску. В таком случае наиболее вероятно, что система здравоохранения справится с количеством заболевших. Второй сценарий – это мы позволяем вирусу работать без контроля. Это полностью перегрузит систему здравоохранения Нидерландов, оставляя недостаточно возможностей для помощи пожилым людям, а также людям в группе риска. Конечно, мы должны предотвратить это любой ценой. Третий сценарий заключается в том, что мы бесконечно пытаемся остановить вирус. Это означает полное закрытие страны. Так поступила Италия, Франция и Германия. Такой строгий подход, с одной стороны, может показаться довольно привлекательным. Но, как говорят эксперты, это придется делать не на недели, не на дни, а, возможно, на год или даже дольше, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Есть, конечно, еще один, четвертый вариант развития событий. Он называется зомби-апокалипсис. Медики США, между прочим, уже разработали официальную инструкцию по методам выживания в случае нападения зомби. Пишите в комментариях, какой из вариантов вы считаете наиболее правильным, наиболее вероятным. А пока нам остается мириться с тем, что Нидерланды — открытая страна. И пока вакцины от коронавируса нет, он будет распространяться волной по миру и не пройдет мимо Нидерландов. Какие же меры принимает правительство в Европе?
Начались они с относительно простых указаний: не жать руки, мыть руки чаще и держаться друг от друга на расстоянии 1,5 метра. Это расстояние даже помечают в супермаркетах для очереди скотчем на полу. Также правительство предпринимает более жесткие меры, такие как запрет на проведение больших мероприятий, закрытие ресторанов, баров, в результате чего улицы города пустеют. Школы и университеты перешли на удаленное обучение. Даже наш спортзал проводит онлайн-курсы. Для интересующихся бордели тоже закрыты. Девушки теперь работают из дома. Но при этом, чтобы люди не паниковали и было проще пережить вирус, кофешопы все еще открыты. Что касается продуктов, было несколько дней потребительской паники. Я видела пустые полки, сметали пасту, консервы, даже мясные лавки были пустые. И особенно туалетную бумагу, но вы уже слышали об этом. Но все это временно, скорее раздуто интернетом и масс-медиа. В данный момент многие обеспокоены своей работой. Компании боятся, что они не смогут пережить убытки. Поэтому правительство предлагает помощь бизнесу. Отложение уплаты налогов, упрощенные схемы кредитования, создание команды бизнес-консультирования. Надо сказать, что официально пока не существует профилактики против коронавируса. Все пытаются защитить себя по-своему. В России едят чеснок, пьют водку, в Нидерландах пьют парацетамол. В Индонезии министр здравоохранения посоветовал расслабиться и меньше работать. Нас окружают потоки информации. Все говорят об одном, но по-разному. Кажется, сходятся лишь в одном: не целоваться, мыть руки и чихать в локоть. На самом деле, на мой взгляд, главное не паниковать и не бояться, но при этом быть внимательнее к себе и помогать людям вокруг нас. Бывает сложно давать себе отчет в привычных делах. Даже премьер-министр посоветовал не жать руки и через несколько минут пожал руку собеседнику. У моего знакомого сын и жена болеют дома с симптомами коронавируса. Но при попытке записаться врачу в Нидерландах их просят сидеть дома до ухудшения симптомов. Здесь небольшая отсылочка к системе здравоохранения Голландии. Возможности пойти к врачу здесь нет, даже платно. При этом мы платим около 150 евро за страховку каждый месяц. Просто для того, чтобы была возможность позвонить, когда тебе будет хуже, чтобы они тебе не дали умереть. То есть проводить тесты они будут только когда уже температура за 39 и одышка, чтобы не переполнять больницы. Знаете, я никогда еще не чувствовала себя настолько изолированно. Мои родители и все мои друзья находятся в России. И получается, что 2 мои недели отпуска при случае, если я захочу поехать в Россию, я проведу в карантине. Но я стараюсь быть на позитиве. Работа меня отвлекает, а канал позволит быть чуть ближе к вам. А если вы на карантине, просто побудьте собой. И если есть возможность, будьте рядом с любимыми людьми. Займитесь тем, на что никогда не хватало времени. Достаньте книжку, посмотрите любимый фильм, приготовьте семейное блюдо. Поиграйте с детьми, позвоните бабушке, которая всегда счастлива тебя слышать и всегда шлет приветы. Все будет хорошо. Я бы хотела закончить призывом. При всех неопределенностях одна вещь абсолютно ясна. Стоящая перед нами задача, она нереального масштаба. Но помните, что мысли материальны, и старайтесь сохранять позитив. Это время, когда нам нужно поставить общий интерес выше личного. Это время, когда мы каждой клеточкой ощущаем необходимость заботы о родных и близких. Я уверена, что вместе мы преодолеем этот сложный период. Ваша поддержка этого видео тоже важна. Так я пойму, что мне нужно снимать дальше. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, как обстановка в вашей стране, как дела с вашим бизнесом. Давайте делиться информацией. Мне это очень интересно. Спасибо вам. С вами была Аня и канал Work Talk. Мы увидимся с вами в следующем выпуске. Обещаю, что он будет яркий и эмоциональный.